Бизнес на благо общества. Технологии, которые делают мир удобнее. В каждом выпуске мы знакомим вас с людьми, которые строят будущее на основе новейших разработок, принципах бережного отношения к природе и высокой социальной ответственности. The World of Startups — это программа о передовых хай-тек открытиях и их интеграции во все сферы жизни современного общества. Что такое Астана Хаб? Мировые новости. Сервис проверки контрагентов. Умная система анализа. Техконтроль. Канбан-платформа. Казахстанские новости. Международный технопарк IT-стартапов Астана Хаб – один из крупнейших цифровых проектов, который сегодня реализуется в Казахстане. В числе главных задач этой предпринимательской площадки – формирование отечественной стартап-экосистемы и сопровождение бизнеса на всех этапах его жизни, от зарождения идеи до выхода на зарубежные рынки. По факту это будет работать, что, скажем, стартап пришел к нам на одной стадии, выходит на другой стадии. Пришел с идеей, вышел с прототипом. Пришел с прототипом, вышел с продуктом. Вот. Или, скажем, если он пришел с готовым продуктом, мы ему помогаем уже это масштабировать. При разработке Астана Хаб учитывался опыт реализации зарубежных площадок, таких как южноамериканский комплекс «Стартап Чили» и малазийский центр по мировым инновациям и творчеству. Кроме того, архитекторы проекта прислушивались к мнению серийных предпринимателей из разных стран. Развитие я вижу Астана Хаб очень положительно, так как и уже государство тоже хочет поддержать их, поддерживает. И на местном рынке тоже ребята хотят что-то делать. То есть тенденция есть, и я думаю, в следующие 2-3 года выйдут какие-то хорошие проекты. Столичный технопарк работает еще не в полную силу. Однако уже сегодня многие стартаперы готовы с ним сотрудничать, чтобы привлечь частные инвестиции, увеличить объемы продаж своей продукции и, соответственно, повысить капитализацию компании. Мы, кстати, с нашим проектом получили государственный грант. Он у нас рассчитан до конца 2018 года. По окончанию грантового периода, возможно, нам понадобятся дополнительные инвестиции. Ну, я думаю, через Астана Хаб получится то есть облегчится задача поиска инвестора. Работа хаба будет интегрирована со специальной экономической зоной – парк инновационных технологий Алатау. Кроме того, он будет зарегистрирован в зоне Международного финансового центра Астана. Поэтому венчурные фонды и финтех-компании здесь будут иметь льготы по корпоративному подоходному и индивидуальному подоходному налогам. В МФЦ нам будут предоставлены все их инструменты. Это английское право, английский суд, их биржа. Затем они прорабатывают вопрос прогрессивной регуляторики, к примеру, в области блокчейна, криптовалют. Возможно, там будет работать ICO. Мы, конечно, с удовольствием всем этим будем пользоваться. Сегодня Астана Хаб находится в одном из столичных бизнес-центров республики, где несколько раз в неделю проводятся образовательные мероприятия и питчинги проектов. Кстати, это его временный дом. Основная резиденция технопарка – это павильон C4, C6, который расположен на территории Экспо. Он представляет собой четырехэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров. На его первом этаже будут проходить различные курсы по программированию и предпринимательству. На втором – инкубация стартапов, на третьем – акселерация. Четвертый этаж рассчитан под офисы бизнес-партнеров. Здание уже готово. Основные капитальные затраты уже были осуществлены. Это было все к Экспо. Еще при строительстве этого объекта уже планировалось поствыставочное использование. Теперь, осталась внутренняя отделочная работа. Официальный запуск международного технопарка IT-стартапов Астана Хаб запланирован на третий квартал 2018 года. И с первого дня работы перед бизнес-площадкой будет стоять достаточно амбициозная задача. До 2023 года привлечь инвестиции на сумму $100 миллионов США. Стартап с российскими корнями Improvado, занимающийся агрегированием маркетинговых и рекламных данных от разных платформ, привлек $3 миллиона США от частных инвесторов и фондов Кремниевой долины.
Сделка прошла осенью 2017 года на фоне прохождения стартапом американской акселерационной программы 500 Startups. Всего в инвестиционном раунде приняли участие 18 инвесторов. Американская сеть ресторанов быстрого питания Arby's Restaurant Group договорилась о приобретении компании-конкурента Buffalo Wild Wings. Сумма сделки составляет $2 миллиарда 900 миллионов долларов США. Сделку предполагается закрыть в первом квартале 2018 года. Стороны условились, что после закрытия сделки Buffalo Wild Wings останется независимым подразделением в составе Arby's. Compra.kz – это удобный цифровой инструмент для поиска информации о контрагентах. Сервис собирает со всего Казнета юридические данные, анализирует их, структурирует и затем наглядно показывает коммерческую репутацию предприятий. Таким образом, снижаются риски мошенничества и вероятность сотрудничества с неблагонадежными бизнесменами. Начали работу 9 месяцев назад. В августе у нас было бета-тестирование. Сейчас мы стабильно функционирующий сервис. У нас 700 пользователей, постоянно просматривающих информацию о своих компаниях. Контентная база сайта пополняется из 25 открытых источников. Это государственные базы данных, где содержится информация о всех казахстанских предпринимателях. Как правило, это разрозненные данные, с которыми сложно работать. Раньше, допустим, если мы искали информацию о каких-то подрядных организациях, мы всегда заходили на ЕГОВ, чтобы найти отдельную информацию по судебным разбирательствам, по кредиторке и далее. Есть там различные окошки, где каждый раз нужно вбивать данные, а Compra, она, получается, выдает полностью по всем сферам информацию нужную, необходимую для меня и для нашей организации в целом. Сегодня функционал платформы позволяет отслеживать деятельность контрагентов по 40 показателям. Например, здесь можно узнать, когда и кем была основана компания, платит ли она НДС и какова динамика ее налоговых отчислений за последние 6 лет. Кроме того, в разделе «Компромат» отображается информация о лжепредприятиях и недобросовестных казахстанских поставщиках. Чтобы такой большой объем данных было легко запоминать, считывать, мы предлагаем эту информацию в графическом виде, чтобы можно было увидеть динамику, что, допустим, налоговые отчисления в последнее время увеличились в сравнении с 2014 годом. То есть это все информация для анализа, работать с этой компанией или не работать. В ближайшее время появится расширенная графа об учредителях. Кроме того, можно будет отслеживать не только локальную деятельность предпринимателей, но и их связи с зарубежными партнерами, что облегчит поиск конечного бенефициара. После завершения функциональной части сервиса для поиска информации о контрагентах, основатели стартапа планируют масштабировать бизнес в соседние страны. Силовые масляные трансформаторы – самый распространенный тип электромагнитного оборудования в Казахстане. Однако у этих устройств есть несколько недостатков. Высокая пожароопасность и вероятность утечки масла. Поэтому сегодня на их смену приходят экологически чистые аппараты, которые еще называют сухими трансформаторами. Для анализа их работы столичные стартаперы разработали собственную технологию. Нашими инженерами был разработан алгоритм, благодаря которому можно вычислить жизненный цикл трансформатора в точности до часах, предотвращать аварии на самой ранней стадии и увеличить эффективность работы трансформаторов. Сегодня из общего объема реализации электромагнитного оборудования в Казахстане только 15% сухие трансформаторы. Учитывая, что внедрение экологически чистых механизмов – это общемировой тренд, в будущем количество сухих аппаратов будет неуклонно расти. Сенсора подключаются к трансформатору, оттуда мы собираем данные, эти данные поступают в наш девайс. В девайсе это все обрабатывается, так как там прошит наш алгоритм. И состояние трансформатора можно узнать по прибору визуализации. Этот прибор необходим на первой стадии реализации проекта, чтобы наблюдать за ходом эксперимента. На втором этапе железо заменит на программное обеспечение, и весь анализ работы трансформаторов будет осуществляться в облаке.
over the cloud system, then we have this opportunity to analyze these data. Так как информация станет доступна в облачной системе, у нас будет возможность с более высокой точностью спрогнозировать пиковые нагрузки. Затем эти данные мы отправим локальным дистрибьюторам электроэнергии. How much is the current aging rate? How much is actually future remaining life of the transformer? Основатели этого проекта предполагают два пути монетизации. Первый – ежемесячная подписка профильных компаний за обслуживание каждого трансформатора. Второй путь – поглощение стартапа международной машиностроительной корпорации, такой как Schneider Electric. Мы сейчас ждем финансирования, а после финансирования где-то через полугода мы закончим с этим проектом. И в дальнейшем хотим развертывать исследования в области Smart Grid. Smart Grid или умные сети электроснабжения – это популярное направление в современном энергопроизводстве. Такие системы позволяют автоматически повышать эффективность, надежность, устойчивость производства и распределение энергии. Эту нишу стартаперы планируют освоить на следующем этапе развития своего проекта. Retention с английского буквально переводится как «удерживание». Этот маркетинговый инструмент определяет уровень лояльности целевой аудитории к бренду и показывает, как часто клиенты готовы пользоваться тем или иным продуктом компании. Пример употребления. Если ты делаешь свой продукт хорошо, то с ретеншеном у тебя тоже все хорошо. Олжас Кундакбаев, генеральный директор платежной организации. Опыт работы в создании и продвижении финансовых продуктов. Специализация IT-финтех. Рецензия на стартап WorkTime. WorkTime — это платформа для управления проектами и задачами, в базовое ядро которой легли такие методологии, как Scrum и Kanban. Сервис, естественно, интересный в плане того, что работать с командами, которые, например, там, может быть, удаленные, где-то на аутсорсе кого-то взяли в проект. Это очень интересно, когда можно отслеживать, как проект-менеджеру, где находится проект. Таких проектов на рынке на сегодняшний день много. Облачные есть ресурсы, которые вот также представлены в описании. Scrum-техника и Kanban — это во многих CRM-системах также применяется. То есть там, тот же Bittrex, он применяет такую систему. Да, они платные, но то есть на этот рынок сейчас выйти достаточно проблематично, потому что уже есть похожие сервисы, которые там либо за небольшие деньги это предлагают, либо вообще это предлагают бесплатно. Сервис сделать несложно, нужна хорошая бэкэнд-разработка, правильное прописание задач. И в целом это как карточки в картотеке, они раскидываются на каждого сотрудника, отслеживаются. Но там есть задачи делать надо мобильное приложение с пуш-уведомлениями, с хорошей серверной частью. Ну, то есть в целом проект такой достаточно крупный. Если взять даже пример там Trello, очень похожий сервис, он имеет более 300 миллионов пользователей и только там зарабатывает какие-то деньги. А прежде чем приступить к реализации этого стартапа, я все-таки посоветовал посмотреть на ту проблему, которую они решают, какая есть проблема в текущих сервисах, которые уже есть на рынке, которые не могут, например, там, удовлетворить требования клиентов, посмотреть, чем они будут конкурентно отличаться, как будут развиваться, посмотреть на тот маркетинг-план, который будет сделан после того, как приложение, например, запустится. Казахстанский сервис по поиску врачей и онлайн-записи в частные клиники doc.kz получил инвестиции на сумму $550 тысяч США. Инвесторами выступили «Бизнес-Ангел», Всемирный банк и Министерство образования и науки Казахстана. Особенность этого сервиса в том, что здесь врачей оценивают по методу ELO – системе оценки силы шахматистов. В ней учитывается стаж, категория, научная степень, а также отзывы, оставленные врачу. Рейтинг растет в том случае, если врач получает положительные отзывы. В
В Казахстане внедрили технологию Narrowband Internet of Things или узкополосный интернет вещей. Он представляет собой стандарт мобильной связи нового поколения, разработанный в 2016 международным консорциумом 3GPP для обмена данными между разными умными устройствами, датчиками, счетчиками, гаджетами и даже бытовыми приборами без участия человека. Специалисты называют эту технологию революционной и имеющей все шансы стать главным стандартом связи в сфере интернета вещей.